Всем привет! Вы на канале Супер Арбалет. И сегодня я опять расскажу вам про новинки нашего магазина. Напоминаю, что мы сотрудничаем с американским магазином Lancaster Archery и каждое 15 число каждого месяца делаем там заказ. Если вам что-то нужно, стучитесь во все возможные соцсети, мессенджеры, звоните, и мы вам обязательно поможем. И мы начинаем. И первое, о чем сегодня расскажу, это Boning Blazer Quick Fletch. Это продукт, созданный для лучников, чтобы облегчить процесс поклейки стрел. Это готовое перо, то есть даже 3 пера, которое легко можно надеть на стрелу и с помощью кипятка или фена закрепить его на стреле. Как вы поняли, суть этой штуки довольно простая. Это перья, поклеенные на термоусадку. Но термоусадка тут не такая, как мы привыкли, а в виде тоненькой пленки. Подходит для стрел диаметром от 5,6 до 9,5 мм. Вес 27 грамм. Длина наклейки 5,25 дюйма, это общая длина. На этикетке написано, что перья поклеены офсетом в 2 градуса, однако у меня есть подозрение, что это тоже можно регулировать при поклейке. Так что в скором времени мы проверим этот момент и вам обязательно покажем, сняв целое видео про использование данного аксессуара от Boning. Следите за каналом и не пропустите наше следующее видео. Следующая наша новинка – это счетчик стрел Booster. Инструмент, который помогает следить лучникам за количеством выпущенных стрел во время стрельбы или тренировки. Счетчик стрел Booster Arrow Counter – это его полное название, крепится к колчану, и нажатием на эту кнопку мы можем считать количество выпущенных стрел. Счетчик также можно использовать для отслеживания других данных о стрельбе, таких как количество стрел, выпущенных по определенной мишени, а не общее количество выпущенных стрел за сегодняшнюю тренировку, или общее количество стрел, выпущенных в течение всей тренировки, о чем мы говорили с самого начала. Эти данные могут быть полезны для общего анализа результатов стрельбы и внесения каких-либо корректировок. То есть мы можем понимать, например, когда мы начали ложать, когда мы уже устали, и понимая, что, допустим, на 25-й выпущенной стреле у нас резко падает результат, начинаем думать, что же с этим делать. В принципе, вещь, с одной стороны, максимально простая, потому что что с нее взять? Кнопку нажали, циферка поменялась, дурачок порадовался. А с другой стороны, некоторые статистические данные, прошу прощения, мы с помощью нее собрать сможем. Может, кто помнит, лет 10 назад была такая реклама у дезодоранта Axe Effect, если я не ошибаюсь, где молодой человек вот с таким же счетчиком, побрызгавшись дезодорантом, ходил и считал количество девушек, которые ему улыбнулись. Ну, это говорило нам о том, что дезодорант максимально изумительный, и девушки прямо в восторге. Так что, видите, вещь действительно многофункциональная. Можно считать количество стрел, которые вы выпустили во время тренировки, можно считать улыбки прекрасных дам. Ну, если вы стреляете из блока, то только количество выпущенных стрел. А мы едем дальше. И в центре внимания у нас релиз Spot Hawk Wise Guy. Релиз, по заверениям производителя, предназначен как для охотников, так и для спортсменов. Он имеет регулируемую силу спускового крючка, что позволяет лучникам настроить спуск под свои хотелки, требования, умения, предпочтения. Выберите сами, что вам больше подходит. Изготовлен он из прочных материалов, способных выдерживать суровые внешние условия, что делает его весьма надежным выбором для использования в полевых условиях в том числе. Все отмечают, что детали релиза идеально подогнаны друг к другу, и спорить с общим мнением я не буду. Действительно собрано все очень качественно, ничего не люфтит, ничего не болтается, нет каких-то лишних зазоров, там, где они быть должны, они есть. В общем, все отлично. Ремешок релиза оборудован системой фиксации BOA, которая позволяет равномерно и точно затягивать релиз на руке. Как по мне, так это, наверное, лучшее решение, которое можно придумать для фиксации релиза на руке. Подробнее про систему BOA мы уже говорили в видео про релиза. Вот тут будет ссылка, или вот тут, я не знаю. Сам релиз на жесткой регулируемой штанге, а все мы знаем, как важно подстроить релиз по длине под себя. Также релиз удобно складывается, что позволяет быстро его взять для стрельбы, либо же убрать и пойти вытаскивать стрелы из щита или из своего напарника в стрельбе. После выстрела крюк сам встает на место и готов к стрельбе. Вам нужно только защелкнуть релиз, взвести его. В принципе, очень удобно, времени зря не тратим. Релиз Spot Hawk Wise Guy является весьма популярным выбором среди лучников благодаря своим регулировкам и качеству исполнения. Спорить с этим не будем, релиз действительно качественный, кого заинтересовало, ссылочка под видео, а также можно заехать к нам в магазин, пощупать все и купить, в конце концов, себе этот замечательный релиз. И следующая наша новинка – это тоже релиз и тоже, как ни странно, Spot Hawk.
Называется он Tough Guy. Если прошлый Wise Guy, то этот Tough Guy. Делайте с этой информацией что хотите. Это еще один релиз от Spockhawk, и он также оснащен системой застегивания BOA, которая обеспечивает надежную фиксацию для лучников с любым размером запястья. Заигрался. Ладно, давай по-другому. Если вы проигнорировали первый знак, что надо посмотреть видео про релизы, то вот вам второй. И опять же ссылочка. Здесь, не знаю. Как и Wise Guy, этот релиз срабатывает сразу при нажатии. Тут нет холостого хода, но силу нажатия на релиз можно регулировать этим маленьким шестигранником. Как и Wise Guy, этот релиз изготовлен из металла и предназначен для охоты или стрельбы по мишеням. Система застегивания, повторюсь, проста в использовании, ее легко и быстро можно отрегулировать, даже в перчатках, что дает дополнительные бонусы этому релизу. Штанга, по сути, такая же, как и на Wise Guy, жесткая, регулируемая по длине, что немаловажно. По сути, это такая микрорегулировка длины, что не очень часто встречается на жестком типе крепления, так что особенно приятно увидеть его здесь. Так же, как и Wise Guy, релиз можно откинуть для удобства использования. Постреляли, откинули, пошли смотреть, куда постреляли. И по большому счету, единственное отличие от представленного чуть ранее Wise Guy у этого релиза только в голове самого релиза. На Wise Guy крюк, здесь такие, как полуклещи. Профессионалы меня поправят в комментариях, я думаю, как обычно. Едем дальше. Наклейки. Или, как их еще называют, рубашки для стрел. Предназначены они для использования лучниками как на охоте, так и при стрельбе по мишеням. У нас сегодня все как на охоте, так и при стрельбе по мишеням используется. Наклейка клеится на стрелу, и на нее уже приклеиваются перья. Все довольно просто. Рельефный дизайн наклейки обеспечивает превосходную адгезию и гарантирует, что перья не отлетят со стрелы в самый неподходящий момент. Во время полета, например. Они обеспечивают простой и доступный способ улучшить характеристики и внешний вид ваших стрел. Наклейки поставляются в различных цветах, и лучники могут выбрать цвет, который лучше всего соответствует их личному стилю, цвету колчана или головного убора. Наклейки просты в установке, и у нас, кстати, есть видео про сборку стрел. Кто не видел, посмотрите обязательно. Здесь опять же будет ссылочка, уже 3-я ссылка за это видео. Цените. Но помимо чисто стилистических изысков и плюсов из этого выходящих, наклейки могут выполнять и довольно прикладную функцию. Стрела становится ярче благодаря наклейке, и если вы там промазали мимо мишени, ее гораздо проще будет найти в траве. Это важно. Стрелы нынче дорого стоят. И последнее на сегодня, и тоже, как ни странно, релиз, но уже не от Spockhawk, а от Carter. Именуется он Carter Quickie Plus. Предназначен для использования как начинающими стрелками, так и уже значительно более опытными, это если верить официальному сайту. Сам по себе релиз весьма приятен в руках, он довольно легкий. Тут используется ремешок, а не штанга. Это, наверное, тоже играет роль в уменьшении веса самого релиза. Вместо металла у нас тут тряпочка. Регулируемый спусковой крючок позволяет лучникам настроить усилие спуска в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями. Переходим к главному. А главное в релизе — это все-таки его голова. В данном случае это крюк, а не клещи, что, по мнению большинства лучников, считается самым точным и лучшим решением среди релизов на данный момент. Интересен тот факт, что в данном релизе практически нет хода спускового крючка, что полезно, так как делает выстрел более неожиданным. А если вы смотрели наши выпуски про релизы, то знаете, насколько это полезно, особенно когда речь идет про таргет-панику. Ремешок стандартный, регулируется практически под любой размер руки. Я думаю, с подобной системой все из нас знакомы. Интересен еще такой момент, что по заверениям производителя, ремешок, на котором держится, собственно, сама голова релиза, сконструирован таким образом, что практически убирает скручивание во время растяжки и прицеливания. Каким образом это достигнуто, не объяснено. Но если мыслить логически, то, смотря на релиз, первое, что бросается в глаза, то, что сам ремешок несколько шире, то есть не как на релизах с жесткой штангой, а вот на релизах с подобным решением. Все-таки, да, здесь пошире. И второе, за что взгляд цепляется, это некоторый скос головы. То есть если смотреть на нее прямо, мы замечаем, что когда мы зацепимся уже за петлю, сам крюк будет находиться практически по середине вот этой оси, то есть посередине самого ремешка. Я думаю, что, надеюсь, что инженеры Carter все-таки не зря свой хлеб едят, и то, что я сейчас назвал, оно действительно работает, и работает именно так, как заверяет производитель. Несколько нивелирует паразитное скручивание, с которым можем столкнуться при растяжке или прицеливании. А на этом на сегодня все. С вами, как и всегда, был канал Супер Арбалет. До новых встреч. Пока!